Как вернуть деньги за товар, купленный в интернет-магазине? Условия возврата товара, купленного в интернет-магазине, существенно отличаются от товара, купленного в обычном магазине. Поскольку интернет-магазин является дистанционным способом продажи, то в отношении такого способа продажи действуют особые правила. Эти правила регулируются статьей 26.1 ФЗ о защите прав потребителей, а также правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 года номер 612. Главное правило, которое действует в отношении товаров, купленных в интернет-магазине, это право отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причин в течение 7 дней после доставки, а также в любое время до момента доставки. Именно так, без объяснения причин, то есть не надо давать объяснения по поводу расцветки, фасона и тому подобное, как с товаром из обычного магазина. В момент доставки вместе с товаром покупателю должна быть предоставлена письменная памятка о праве вернуть товар в течение 7 дней. Если такая памятка не была предоставлена, то срок возврата увеличивается до 3 месяцев. Информация, памятка о порядке и сроках возврата товара потребителям должна содержать адрес местонахождения продавца, по которому осуществляется возврат товара. Б. Режим работы продавца. В. Максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен продавцу, или минимально установленный срок от 7 дней. Г. Предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов, подтверждающих заключение договора. Д. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар. Отсутствие одного из пунктов может считаться непредставлением покупателю информации о порядке и сроках возврата товара. При покупке в интернет-магазине в течение 7 дней после доставки можно отказаться от любого товара. При продаже товаров дистанционным способом не действует перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. Единственное ограничение – нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ, по индивидуально определенным характеристикам, если отсутствуют недостатки. Еще одно условие – товар не должен иметь следов использования, сохранены ярлыки и пломбы, сохранена упаковка. Как видите, закон не требует обязательно сохранять чек, поскольку покупатель может подтверждать покупку другими способами, иные документы, штампы на упаковке, электронная переписка свидетеля. Но на практике во избежание лишних споров лучше завести привычку сохранять чеки. Совет. Настоятельно рекомендуем заиметь привычку проверять любой товар на наличие внешних дефектов в момент доставки. Подписывая акт доставки, обязательно укажите обнаруженные дефекты, царапины и тому подобное. Акт должен быть в 2 экземплярах. Поэтому, если указываете замечания к внешнему виду, то требуйте копию акта. Также требуйте копию акта, когда товар доставляется в разобранном виде, мебель и тому подобное. В акте надо указать, что товар доставлен в разобранном виде. Указанный акт необходим на случай возникновения спора во время возврата или обнаружения скрытых дефектов. В какой срок и как продавец обязан вернуть деньги? При возврате покупателям товара надлежащего качества продавцом составляется акт возврата за подписью обеих сторон. Если в момент составления акта продавец не передал деньги за возвращенный товар, то продавец обязан передать деньги в течение 10 дней после составления акта. Возврат денег осуществляется одним из следующих способов. 1. Наличными денежными средствами по месту нахождения продавца. 2. Почтовым переводом. 3. Путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет, указанный покупателем. Продавец имеет право удержать расходы на доставку товара от покупателя. Расходы, связанные с перечислением денег, несет продавец. Как действовать, если продавец отказывается вернуть деньги? Во-первых, если продавец не передал деньги в момент возврата товара, то обязательно нужно сохранить копию акта о возврате. Если в течение 10 дней не поступят деньги, то без акта будет сложно доказать сам факт покупки и возврата товара. Во-вторых, если продавец устно отказался вернуть деньги и забрать товар, то придется писать претензию. Совет. Внимательнее выбирайте интернет-магазин. Если на сайте нет информации как минимум о наименовании продавца и его реальном адресе, то следует отказаться от покупок в таком магазине. Во-первых, это существенное нарушение закона, во-вторых, труднее будет решать проблемы с товаром.